Всем привет, меня зовут Алексей, и сегодня я хотел бы поговорить о такой книге Фредерика Бакмана, как «Тревожные люди». «Тревожные люди» на данный момент — это последняя написанная книга Фредерика Бакмана. Бакмана, я думаю, знают многие по его книге «Вторая жизнь Увы». У него есть книги, которые начинаются с довольно странного вступления. Это «Однажды один человек взял в руки оружие и пошел убивать». Одна из таких книг как раз «Тревожные люди». Сюжет книги — это полицейское расследование, которое перешло в захват заложников. Во время ограбления грабитель сталкивается с тем, что в банке нет наличных денег, и ему приходится убегать, пока оператор не вызвал полицию. Стоит сказать, что вызов полиции не произошел сразу, как только был наставлен пистолет, потому что, как и у всех персонажей в этой книге, у оператора есть психологические проблемы, и защитная реакция на весь мир у этого оператора — это сарказм. После неудачной попытки ограбить банк, грабитель сбегает и пытается скрыться. Видя на перекрестке полицейского, который в дальнейшем выясняется, что был просто регулировщиком движения, но это дает такой шанс нашему главному герою забежать в ближайший открытый дом и там найти открытую квартиру, в которой происходит предпродажный осмотр. С этого момента и начинается ситуация с заложниками и дальнейшее развитие событий. В остальной части книги мы постепенно знакомимся со всеми участниками, которые замешаны в этой истории. Сами заложники, наш грабитель и двое полицейских, как в начале книги нам показывают, являются отцом и сыном. Постепенно, по мере развития сюжета, мы наблюдаем допрос как пострадавших и узнаем о их жизни и психологических проблемах, и их тайнах. У кого-то проблемы в семье, у кого-то проблемы с работой, кто-то ходит к психологу, чтобы разобраться со своими проблемами, а кто-то просто страдает из-за того, что близкий родственник умер. Но перед тем, как перейти к допросам, нам показывают главное, почему и как обычный человек может решиться пойти на такой поступок, как ограбление банка. Чтобы дальше сильно не спойлерить, я завершу рассказ на этой точке. Добавлю только минусы и плюсы данной книги. Минусов я для себя в этой книге не нашел. Она довольно интересная и, можно в какой-то степени сказать, добрая. Но если вам нравится читать про погони полицейских и экшен, то в этой книге вы этого не найдете. Также кому-то могут не понравиться персонажи. К примеру, описание их поведения. Хоть по мере развития сюжета автор и рассказывает, но во время допросов полицейских даже иногда жалко от того, как ведут себя потерпевшие на допросах. Из плюсов я для себя хотел бы отметить тоже самих персонажей. Все они разные, из разных слоев общества. Каждый персонаж раскрывается постепенно. У всех показана предыстория, как они живут со своими проблемами. А также для меня очень хорошо показывается, как люди живут с такой серьезной проблемой, как тревожность, которая часто стигматизирована в обществе. В книге это описывают следующим образом. К сожалению, сегодня большинство людей получат больше сострадания и поддержки от коллег и боссов, если появятся утром и скажут, что у них похмелье, чем если скажут, что у них приступ тревоги. В заключение хотелось бы сказать, что книга, правда, очень добрая, и с данной книгой однозначно стоит ознакомиться, особенно если вы до этого не читали Бакмана. Спасибо за внимание, всем до свидания.